Привет всем, с вами снова Эрик. Уже 2 недели я не выпускал новых эпизодов, потому что сейчас я занимаюсь монтажом переделки салона на Гелендвагене. Проект уже почти готов, уже все отснято, теперь осталось только сделать монтаж и выпустить серии с полной историей переделки салона. Но монтаж занимает много времени, сейчас я на работе завал, поэтому, чтобы не было особо долгих простоев, я буду выпускать промежуточные, более простые серии, где не так много нужно заниматься монтажом. И сегодня одна из таких серий. Начинается новый летний сезон, снег растаял, и Гелендваген — это уже не единственная машина, с которой я занимаюсь в гараже. Предлагаю вашему вниманию нового героя на моем YouTube-канале. Он тоже G, он тоже немецкого происхождения. Эту машину тоже производят 70-х годов. Она тоже очень квадратная, у нее круглые передние фары, но это не Гелендваген, хотя звучит как Гелендваген. Поэтому, дамы и господа, встречайте, это G2. Когда вы видите в городе Golf 2, в сегодняшний день никогда нельзя быть уверенным, с чем мы имеем дело. Это может быть старый дедушка, который едет на дачу собирать урожай. Или это может быть молодой студент, который едет в университет на учебу. Поэтому первым делом можно присмотреться к колесам, занижен ли этот Golf или нет. Если там стоят какие-нибудь разноцветные BBS, то, скорее всего, это студент, который без понтов, у которого хороший вкус в автомобилях и который умеет ценить старую немецкую классику. Но также в случае гольфов первых и вторых никогда нельзя быть уверенными. Это 1.6, атмосферник, который нифига не едет. Или, может быть, это корч, который за 4,5 секунды разгоняется до 100. В этом фишка этих машин. Мне гольфы всегда очень-очень сильно нравились. И у меня гольф — это трековая машина. Но в этой машине родного, конечно же, очень мало. Начнем, может быть, с кузова. То есть весь кузов — это стекловолокно. Единственный металл оригинальный — это у нас на крыше и рамка вокруг заднего стекла. Потому что это все-таки для жесткости мало. Ну и давайте тогда, наверное, перейдем сразу к мотору. Мотор здесь тоже абсолютно не оригинальный. Очень сложно характеризовать, что тут под капотом, потому что он состоит из очень разных запчастей. Большинство из них оригинальные volkswagen'овские, но из-за того, что эти моторы в 80-х и в 90-х годах между собой подходили блоками, головами, поршнями и так далее, поэтому он и состоит из многих разных частей. Сам блок двигателя у нас от 2-литрового старого volkswagen'овского дизеля. Он чугунный и очень надежный. Но голова, например, от volkswagen'овского мотора с кодом 9А и остальные части у него от АБФ, в общем, это смесь разных volkswagen'овских моторов. Но распределитель тут, например, вазовский от Самары. Очень интересная черта у него — это легендарный и неповторимый спортивный карбюратор Weber DCOE. Никакой электроники, это Weber 45. И он почти такой же, как на этой Ferrari за $30 миллионов. Их до сих пор производят, вот так они выглядят, и если их настроить, едут они очень хорошо. Выпускной коллектор здесь Martelius,
по схеме 4-2-1. Это значит, что из 4 труб он переходит в 2 толстых, которые переходят в конце концов в одну. Выпуск тут прямой до самого конца. Глушителей тут вообще нету, но есть 2 резонатора. Один посередине машины и другой уже тут совсем в конце. Для того, чтобы на гоночной трассе при замере децибел, для того, чтобы звук сделать немножко потише, чтобы он подходил по звуковым нормам, у него дуло направлено вниз, и за счет этого, когда меряется звук, он на аппарате немножко тише. Коробка у нас, понятно, естественно, мануальная, 0.20, вольксвагеновская, с передаточным числом 4.24. Используется керамическое сцепление от Art Perform и LSD дифференциал CAS. Также еще по мотору что можно отметить? Большой дополнительный радиатор для охлаждения масла и кастомная система вентиляции картера. Сейчас тут немножко все в полуразобранном виде, но, в общем, в этой серии как раз-таки этим мы и будем заниматься. Будем делать еще более кастомно. Легкий маленький генератор. Оригинальный стартер. В общем, мотор дышит свободно, 2-литровый. И, понятное дело, на голову сделан портинг. Не знаю, как по-русски называется, но, в общем, это когда улучшается геометрия воздушных ходов внутри, чтобы воздух легче проходил. Ну и специальные клапана и все такое подобное. Машина, когда последний раз взвешивалась, была 904 килограмм. Мощность мотора примерно 200 лошадиных сил. Поэтому получается очень хорошее сочетание лошадиных сил на 1 тонну или на 1 килограмм. Тормоза здесь 6-поршневые D2. Колодки Ferodo DS 2500. В общем, когда они прогреваются, тормозят очень уверенно. Ну, также, конечно же, никакого усиления тормозов здесь нет, но стоит педал-бокс. Это 2 настраиваемых тормозных цилиндра. И водитель может при езде здесь регулировать распределение тормозной силы между передней осью и задней. Диски 15 дюймов. Вот также у меня еще есть там один сверху дополнительный комплект. Резина, конечно, какую поставишь, такую поставишь. Здесь сейчас стоят полуслики Nankang AR1. Это, кто знает, наверное, идеальное сочетание скоростных характеристик и цены. Подвеску сейчас не показать, но здесь такая кастомная колхозная система, на которую крепятся койловеры от CAS. Ну и здесь мною лично сделаны кастомно стабилизаторы на передней оси и укрепление задней балки, заднего моста. Тоже здесь я под себя Настраивал баланс между оверстером и андерстером, то есть недостаточная или избыточная поворачиваемость. Как говорится, когда у машины сильный оверстер, то страшно пассажирам, а когда андерстер, то страшно водителю. Если посмотреть по ходовой, есть разные спортивные втулки, шарниры, униболы на рулевой рейке. В общем, много разного кастома. Стекло здесь везде поликарбонат, не бьющийся. Лобовое стекло оригинальное, обычное, стеклянное. Ну и если посмотреть внутрь, внутри у нас полноценный сварной каркас безопасности. По современным меркам, если поехать участвовать на какие-то официальные соревнования FIA, здесь есть некоторые недочеты, то есть она немного более старого типа. Здесь должны быть дополнительные укрепления. Ну, в общем, есть некоторые такие недочеты, но, конечно же, это все формальности. Внутри здесь 2 ковша, 5-точечные ремни, вентиляция пассивная, вентиляция активная, которая включается здесь с рубильника. Вот, ну, понятное дело, спортивный маленький руль. И давайте посмотрим,
что показывается водителю. Здесь у нас тахометр, ламбда-датчик, давление масла, температура масла, температура охлаждающей жидкости, вольтметр, две классических лампочки. Одно это давление масла, второе это заряд от генератора. У нас здесь есть телеметрия. Здесь можно смотреть как бы разные заезды. Вот. Это уже на треке. Хронометрия и телеметрия. Короче, здесь можно анализировать круги. Видно, да? Скорость торможения. Вот здесь видно. Обычно в поворот вхожу на скорости примерно 100 км в час. Вот здесь тоже 96, 94. И вот на моей домашней трассе Outdoor Ring самый медленный поворот это примерно 60-70 км в час. Когда вы подъезжаете к каждому повороту, он уже вам показывает дельта, сравнительное время там с вашими лучшими кругами, грубо говоря. Вот такая вот игрушка. И сегодня, в сегодняшней серии, вот как раз буду устанавливать вот такую вот штуку. Это у нас картерная вентиляция. Вот. И расскажу, чем не подходит такая, которая здесь сейчас стоит, и чем она будет отличаться от обычного ойл-кетчера, и почему я это буду делать. Ütleme siin lesol peesitada ja vaadata nagu Mari ja Mart, kuidas tema need investeeringud vaikselt tulevad. Ну что ж, я перебрался в гараж. Сейчас занимаюсь подготовкой машины к первым соревнованиям сезона. Это будет Speed Attack bestlap.ee. Вот. И первое дело, я сейчас заменю датчик давления масла, потому что на треке были странные показания и не совсем понятно, то ли есть проблема с подачей масла или проблема с датчиками. Для того, чтобы полностью можно было быть уверенным, что дело не в датчике, я заменю датчик, и тогда можно будет уже дальше смотреть. Вот. А так, в целом, хочу поставить сюда систему AccuSump. Такая система, когда резко падает давление масла, то есть отдельный баллон, который начинает в мотор качать масло. Короче, всегда будет нормальное давление масла. Ну что, выкручиваем наш японский. Ну что ж, новый датчик установлен. Заведемся и посмотрим, какие будут показания. Смотреть нужно будет сюда. Так, 1000 оборотов. Должно быть от 1 до 2 бар на 1000. Но это уже вполне правдоподобно. Раньше показания были очень странные. Вот сейчас, когда я до этого включал двигатель, он мне показал, он там показывал что-то типа 4-5 бар. Ну, то есть он просто
выходил сюда как бы на 4-5. Вот, это было странно. И также в поворотах он прямо падал в ноль, но контрольная лампа давления масла не загоралась. То есть, если бы они как бы оба загорались, скорее всего, тогда бы уже мотору был кирдык. Поэтому сейчас попробую на соревнованиях покататься с новым датчиком. Тогда уже можно будет понять, в этом ли была проблема или в чем-то другом. Ну что ж, следующее, что я хочу установить, это такая вот система вентиляции картера. Из блока выдувает газ и весь напор, который накапливается там вместе с каплями масла. Обычно ставится oil catcher, типа такого, как у меня здесь. На современных машинах это как все? Это все обратно перенаправляется в intake. Опять не знаю, как сказать по-русски, но в общем. Интейк — это впускной коллектор. Но здесь у нас веберы, поэтому воздух он берет напрямую из атмосферы, и никакой системы впуска воздуха нету. Поэтому ставится просто oil catcher, который весь этот ненужный газ, который вырывается наружу из двигателя, выпускает в атмосферу и собирает масло. И это бы работало здесь, но на практике на этом конкретном моторе такая фишка работать не будет. Почему? Если бы это был нормальный, например, АБФ-овский мотор или там мотор 9А, то вот эта вот часть, где выдувается газ, она более изощренная, то есть там несколько отверстий, там такой как треугольник, он собирает масло, и это масло все выдувается сразу же обратно в двигатель на дно картера, и по вот этой трубе выдувается практически только воздух там с какими-то каплями масла. У меня же тут дизельный блок, который совсем не рассчитан на такие нагрузки, которые получает этот мотор. То есть здесь как бы на полных оборотах со сбрасыванием скорости давлю на тормоз. Здесь вот такая вот тупая труба выходит. Она еще и выходит очень низко. И получается, что как бы с этим конкретным блоком он на такое не рассчитан. В этих экстремальных моментах очень много масла вместе с воздухом выдувается, и получается, что если с этого oil catcher не сливать масло обратно в двигатель, то получается такая проблема, что он просто перенаполняется, ну и все. Здесь нужно сделать какую-то систему, которая вот это скапливаемое масло будет отправлять обратно на дно картера. Получается вот такой oil catcher, у которого есть вот такой вот выход. С помощью вот такого специального шланга это выходящее масло будет циркулировать обратно вниз в двигатель. Для приема этого масла мы будем использовать, вот здесь есть такое место на дизельном двигателе. Так как этот блок рассчитан на турбо, здесь есть специальное отверстие, сливается масло с охлаждающего контура турбины. Масло будет выдуваться сюда с воздухом, воздух будет выходить отсюда в атмосферу. Все масло, которое будет сюда накапливаться, практически будет сливаться. Если там будет скапливаться какая-то фигня, то есть, например, пар, то есть вода или там какие-то еще там частицы, которые не должны быть в масле, масло будет всплывать вверх, и оно будет оседать здесь внизу. То есть нужно будет просто время от времени со дна, например, шприцом вытягивать. Или можно будет еще сделать отдельный вход с краником. Фигня, которая будет здесь внизу осаждаться, ее можно будет иногда сливать. Он будет установлен сюда. Вот этот слив можно будет сделать вот отсюда, и чтобы он вот так как бы с горки вниз шел туда. Так что начну установку этого девайса. Еще хочу сказать, что я ни в коем случае там не эксперт, не профессионал. Это чисто мое хобби. С этим мотором, то есть первый раз я, допустим, делал какие-то собственноручные работы по моторам. Был капитальный ремонт, замена пашки полностью. Не боюсь там что-то неправильно сказать, я просто как бы показываю
свой процесс, точно так же, как с переделкой Гелендвагена. То есть я вот чисто такой домашний любитель. Если кто-то смотрит, у кого есть с этим опыт и есть что подсказать, я с огромным удовольствием как бы выслушаю, все учту. И это, я думаю, процесс как раз будет еще и более интерактивным, потому что я буду прислушиваться к мнению более опытных людей. Вот. Ну а сейчас пока я продолжу. Вот это я в прошлом году делал. С прошлого года осталась вот такая вот белая фигня. Это как раз таки показывает то, что масло на самом деле не чистое. То есть вот этот пар масляный, который выходит. Тут и все, и конденсат, и вода. То есть видно, что такая смесь не чистая. Поэтому, с одной стороны, конечно, неприятно осознавать то, что мне придется это все сливать обратно в двигатель сразу. Но с другой стороны, поскольку это гоночная машина, масло я тут все равно заменяю как бы, очень часто получается. Долго она с этим все равно не будет ездить. И вот сейчас, если тут видно, что там внутри скопилось, на самом деле, вот с прошлого года видно, там есть маслица абсолютно чистая, золотистая, 10В60. То, что вот здесь внизу будет оставаться, и будет всякая дрянь, которую обратно в двигатель посылать не хочется. Все, что будет сверху, я думаю, будет более-менее чистое масло. Вход, воздушный выход, масляный выход. Сейчас я, под машиной. Здесь виден вот этот вот кончик, в который можно будет отправлять обратно масло в мотор. И сейчас я его откручу. Вот он уже почти отошел. Он тут просто был заварен глухо, потому что никакой турбины на этом моторе, конечно, нет. Йоу! No, tuli maha. Ikka juhtub. Ikka juhtub. Siis kui kaamera töötab, siis alati juhtub. Sul on kruvi alamus, mis sinna peale keerata või? Mul on just see kruvi vaja siit ära võtta. See on vaata kinni keevitatud. Lõikan kelakaga selle keevitamise maha lihtsalt. Ja siis ma saan selle poldi siit kätte. Aga selle vahejupi jätad siis ikka sinna sa oled Ja ikka. Ja ma panen vooliku siia otsa nüüd. Vaatan, äkki tuleb veel. Ну что ж, запчасть готова. То, что здесь было заварено, теперь открыто. Сюда пойдет шланг, и с вот этого места масло с нашего ойл-катчера будет сливаться обратно в двигатель. Ну что, сделал такое крепление. Сюда оно будет крепиться. Даже будет под небольшим таким углом вниз. Ну и также здесь немножко подкрасил. Все стало выглядеть немножко посвежее. Но вообще, конечно, нужно будет в какой-то момент, наверное, все вот это снять и полностью перекрасить подкапотное пространство. Вот, ну сейчас так, сверху с баллончика просто сделал вид немножко понаряднее. Так, теперь займусь сливным шлангом. Вот он туда под коллекторы уходит. Здесь я его уже прикрутил. Это прием отлива масла обратно в блок. Вот здесь он так с горочки вниз спускается. Еще у нас здесь будет кран.
И сейчас вот придумываю, куда установить этот кран. Либо как можно ближе сюда, за радиатором. Может быть сюда. Без крана это будет выглядеть вот так. Но есть небольшое сомнение. Немножко идет наверх, потом вниз. А нужно так, чтобы он постоянно был под наклоном вниз. Поэтому я его попытаюсь немного по-другому проложить. У него будет постоянный такой плавный спуск, как в аквапарке на горке. Давления здесь особо сильного не будет, потому что масло будет стекать под силой гравитации, воздух будет выходить сверху, поэтому никакого давления здесь особо не будет. Узел здесь не критичный. Почти готово. Теперь осталось только вот кончик этого шланга отрезать в правильном месте. Примерно здесь. Ну что, готово? Ну что ж, я думаю, для первой серии этого достаточно. Я думаю, в следующий раз мы уже будем на ней зажигать на треке в режиме максимальной атаки. Перед тем, как выезжать на трек, нужно будет еще настроить карбюраторы Weber 45. Об этом тоже можно будет снять серию. И в этой серии можно рассказать о подборе правильного подходящего карбюратора, Размера жиклеров, диффузоров, эмульсионных трубок. ну и сам процесс настройки карбюраторов. Надеюсь, что вам понравился гольф. Напишите в комментариях, если вам интересно и в будущем видеть видео про эту машину. Так что до встречи уже в следующих эпизодах про Гелендваген и про G2.